Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашем центре. Центр «Голос ЕСОН» занимается помощью людям, страдающим голосовой дисфункцией. Также мы помогаем людям обрести красивый и хороший голос. И у нас проводятся лечение самых сложных заболеваний гортани. Мы помогаем обрести новую жизнь со звонким голосом. Лечение каких заболеваний проводится в вашем центре? У нас, во-первых, это, конечно же, спастическая дисфония, функциональная дисфония. Это разнообразные новообразования на голосовых складках. Это и папилломатоз гортани, то есть когда папилломы вырастают на голосовых складках и мешают голосообразованию и дыханию, полипы в голосовых складках, узелки на голосовых складках. В общем, различные заболевания, связанные именно с гортанью и голосом, естественно. Пациенты из каких стран обычно к вам приезжают на лечение? К нам приезжает очень много пациентов из России, Казахстана. Также очень много пациентов из Европы, Америки приезжают на феминизацию голоса. Да. Каким методом происходит данная операция? Феминизация голоса на самом деле была разработана самим профессором Ким Хён Тэ, главный врач Центра «Голос ЕСОН». Он разработал метод укорочения голосовых складок и смещения передней комиссуры. То есть он делает голосовые складки мужские наподобие женских. То есть он их сшивает специальной нитью, которая не разъедается, которая не рассасывается. И голосовые складки приобретают форму женских. Они становятся тоньше, они становятся меньше. Поэтому достигается повышение голоса. То есть с мужского на женский. И, естественно, важно отметить это занятие с фонопедами, это голосовые тренировки после операции. После операции прямо сразу, естественно, разговаривать нельзя. Голосовой покой сохраняется в течение первого месяца. В течение второго месяца можно только разговаривать пару-тройку слов в день. А дальше уже необходимо переходить к тренировкам голосовым, которые позволяют как раз-таки подняться голосу. Это специальные голосовые тренировки на резонанс. А скажите, нужно ли при этом часто посещать клинику или достаточно провести операцию и потом уже заниматься самостоятельно? Конечно, можно всего лишь один раз посетить нашу клинику, а дальше заниматься самим. Наши фонопеды проводят уроки по скайпу, они всегда проверяют файлы аудиозаписи. Мы всегда отправляем их на проверку, смотрят, как проходят тренировки у пациента. И, безусловно, пациенты могут приехать к нам заново, например, на инъекцию ботокса, так как пациентам, у которых слишком сильный тремор сохраняется в голосовых складках, им прописывают инъекцию ботокса. То, конечно же, хорошо потом еще и позаниматься с фонопедами нашими, которые помогут еще лучше сделать голос. Скажите, а с какими диагнозами к вам пациенты приезжают? И бывают ли случаи, когда эти диагнозы не подтверждаются или меняют диагноз на другой и предлагают более щадящее лечение? Конечно, бывают такие случаи, когда к нам из России приезжают с одним диагнозом, на самом деле оказывается, что совсем другое. Почему это происходит? Потому что у нас в клинике есть новое оборудование специальное, профессиональное, которое позволяет зафиксировать какие-то очень важные неточности, которые происходят во время нашего голосообразования, которые позволяют как раз-таки с помощью фонопедии или с помощью других каких-то способов лечения избавиться от этого и достичь выздоровления, грубо говоря. Поэтому, да, бывает такое, что ставят один диагноз, который лечится только хирургическим путем. На самом деле сюда приезжает пациент, и можно на самом деле вылечить это инъекцией ботокса, например, либо лекарствами. Переводчики с каких языков в вашей клинике работают? У нас сейчас работают 5 координаторов. Это координатор русскоговорящий, испано-англоговорящий, работа с китайскими пациентами и с японскими пациентами. То есть 5 языков.